Это не тот дольмен, к которому я сейчас шел. Решил я все-таки завернуть к другому по пути. Бегло покажу на дольменах их особенности. Это дольмен кепка. Выдвинутая верхняя плита вперед, козырек. И еще есть один элемент, стоящий внимания. Вот вырез. Это не обломано. Это искусственно сделанный вырез. Там камушек кто-то положил. Вставочка была. На некоторых дольменах бывают вставочки. Чаще всего на боковых. Только на одном я видел, на передней плите. Что это такое, непонятно. Возможно, элемент какой-то типа задвижки. Могли его разворачивать и что-то лишнее из камеры выпускать. Как вариант. Потому что, судя по пазу, часть выреза, она находилась внутри камеры. Вставки бывают маленькие, большие. Но вот вторая боковая. Здесь срезана. Видно, что искусственно. Обработка есть. Это не обломано. Но срез уже за пазом, то есть на наружной стороне дольмена, как бы на герметизацию он никак не влияет. Ну, это в качестве примера, в каком состоянии бывают дольмены. Вот плита. Там еще дальше развал, вообще мелочь. Опять камушек. Вчера дождь был, ручьи теперь полноводные, просто так не переступишь. А река Пшада вообще из берегов вышла. Вот у нас следующий дольмен. Видео по нему у меня тоже есть, поэтому я показываю только самое интересное. Вот, кстати, только что обратил внимание, раньше не замечал, срез, лесенка. Вон один, вон второй. То ли искусственная, то ли природная, непонятно. И вот прямо сейчас вспомнил. Дома на фотографиях кое-как разглядел канавка. Вот она идет. Идет. И вот заканчивается. И видно, что обработка искусственная, пупырчатая. Что это за элемент? Что он делает под козырьком? Загадка. Ну, тут видим обработку, елочка. Причем, судя по всему, видно, что она прям в паз уходит. Следы могли обрабатывать, снимая плиту. Ну, сюда мы еще вернемся. Я вообще-то показать хотел вот этот элемент. Полусфера. Запоминаем. Вот где-то там заканчивается камера. Ну, ближе к концу.
В задней части дольмена она. Если заглянуть внутрь, полусфера на наружной стороне правой плиты, а он видим примерно на том же месте, но уже на левой плите, и не полусфера, а лунка. Совпадение? Не знаю. Тут чистая. Вот где-то здесь она полусфера на наружной стороне. Трещина. Мышей нет. Вроде бы нет. Дольмен почти целый. Интересное совпадение с этой полусферой и лункой. Ну вот крыша такая. Видно. Текстура. А вон опять камешек лежит. Вот, казалось бы, кому и зачем надо было его туда тащить. Ну, идем дальше. Сейчас как-нибудь переберусь. Забыл у этого дольмена еще кое-что показать. Вот видим блок отваленный. И видим наплывы такие интересные. И вот кромка. Измененный камень. Резкая кромка. Вот заплавленная как бы часть. На следующей группе я обращу на это внимание, на другом дольмене. Как будто как автогеном резали. Ну и штукатурка видим. Там, здесь, везде. Кстати, я не сказал, вот эта елочка, она, скорее всего, как раз для зачистки наростов и была. То есть лишний шлак срезали, счищали. Ну вот я и на группе. Все подряд показывать не буду. Видео по ней у меня тоже есть. Экспромт. Беглый обзор того, что сейчас попадется на глаза. Вот пяточная плита, например. Глубокий паз. Но это и все, что осталось вот дольмена. Разобрали по кусочкам, на запчасти. Я даже не буду прерывать кадр. Классический дольмен. Плиточный. Хорошо сохранилась елочка, штукатурка. Звенит. Вот это, скорее всего, зачистка. Раньше я думал, что это какие-то настроечные элементы. Меняла режим работы излучения плиты. Ну, потом пришел к выводу, что это просто зачистка от нарощенного камня. Вот этот поинтересней. Дольмен. Видим вставочка. Точнее, не вставочка, а целая вставища. Вон она начинается и почти вдоль всего тела дольмена идет. Ну, составным его не назовешь. Бывает, что боковая плита из нескольких блоков состоит. Но здесь все-таки плиточный дольмен со вставкой. Вот полочка.
на некоторых дольменах. Редко, но бывает. Такая загадочная полочка. Вот виден кусок вставки. Видим, что вырез сделан и в портальной плите, и в боковой. Четко прям подогнали. Видно обработку здесь. Причем она косая. Обычно делают дольмены ровно. Выделяют портал. Ровно делают верх, торец и боковые. Ну вот иногда вот такие косые элементы. Ну не иногда, это вот в основном пшатская группа. В других местах я подобного не видел. Вот то ли обломано. Так, как бы подлезть? Непонятно. То ли обломано, то ли отрезано наискось. Следующий. Плита с деревом соединилась. Дерево подружилось с камнем. Боковая отсутствует. Ничего примечательного здесь. Еще один развал. Вот здесь характерные круги. Как бы отпечатки энергетические. Все, что я сейчас показываю бегло, все у меня в подборке эзотерическое видео. Более подробно, с другими примерами. Ну и для материалистов есть отдельная подборка просто дольменоведения, без слова эзотерика. Там обычные конструктивные особенности, без всяких энергий. Я рассматриваю. Так, здесь у нас тоже плиточный дольмен. Вот следующий дольмен. Здесь, насколько помню, кривой паз. Да, вон он. Видно. И вот о чем я говорил. Плита резаная энергетически. Вот загиб. Кромка острая. И ровный срез. Эту плиту резали. Это не слом. Причем резали не механически. Вот тоже видно след воздействия, углубления. А вот это сломанная часть. Пришлось обзор резко прекратить. Сначала одни люди подошли, потом целая группа приехала. И я понял, что это надолго. Солнце уже садится, и ждать бессмысленно. Возвращаюсь мимо еще одной небольшой группки развалов. Ну тут смотреть особо нечего. Просто развал. Еще один камушек.
Ну, собственно, и все. Что успел, то показал.